Продолжаем наш путь. Для того, чтобы он был максимально эффективным, давай перейдем в меню событий. Для этого просто нажми клавишу F или кнопку с мячом, которая находится с правой стороны интерфейса игры. Во вкладке «Соревнования» ты всегда сможешь ознакомиться с событиями, которые запланированы или происходят в данный момент. Например, сейчас происходит событие «Борьба с захватчиками». Это значит, что уничтожая захватчиков в это время, ты получишь дополнительные награды. Флажок с рунической монетой означает, что помимо прочих наград, ты получишь рунические монеты, которые можно потратить в сезонном магазине. Во вкладке «Захватчики, духи и бонусы» можно узнать, какие бонусы действуют на данный момент времени. Сегодня действуют бонусы, которые увеличивают скорость походов и добычи ресурсов, а также грузоподъемность войск и вместимость лазаретов. Кроме этих бонусов, у моего клана есть бонусы за победу в глобальных соревнованиях «Битва кланов» и «Битва королевств». Всегда следи за событиями и бонусами. Развиваясь в правильное время, ты получишь хорошую награду и сэкономишь много времени. Кстати, если ты еще не вступил в клан, то самое время это сделать. Хороший клан – это новые друзья, взаимовыручка, общение и дополнительные плюшки. Переходим к главной теме этого видео – навыки и сеты героя. В прошлых видео мы уже рассмотрели достижения и типы войск. Также мы собрали наш первый комплект доспехов. Кроме этого комплекта, нам нужно собрать еще как минимум 8 комплектов доспехов для нашего героя. Каждый из них будет служить своей конкретной цели. Снижать затраты на строительство зданий, уменьшать затраты на изучение знаний, снижать стоимость и время обучения войск, увеличивать боевые показатели ваших солдат и шпионов, а также ускорять добычу ресурсов. Также для каждого из этих комплектов необходимо собрать камни, руны и настроить навыки героя. Для того, чтобы была возможность быстро переключаться с одного комплекта доспехов и навыков героя на другой, у нас есть возможность сохранить каждый из сетов героя. Давайте создадим наш первый сет и назовем его, к примеру, захватчики. В этом сете мы будем бить захватчиков. На моем герое 738 доступных очков навыков. Давайте их распределим. Переходим в навыки героя. Тут мы видим три категории навыков. Основные улучшают показатели замка и войск. Захватчики улучшают показатели героя в борьбе с захватчиками. Специальные улучшают показатели героя с 61 уровня и выше. Распределяем навыки захватчиков. Активируем все, кроме навыка увеличения энергии героя. Основные и специальные навыки для сета захватчиков бесполезны. Распредели их на свое усмотрение, на военные или экономические навыки. Тогда, если вдруг забудешь надеть щит и переключить сет, то твои потери войск будут немного ниже, а добыча ресурсов немного выше. Далее переходим в героя и надеваем доспехи захватчика. Не забываем вставить камни и руны. Захватчику пригодится янтарь, который увеличивает скорость похода. Все остальные камни и руны не помогут в борьбе с захватчиками. Поэтому я решил добавить немного к защите и к урону моих основных войск и вставить в доспехи рубин и турмалин, а также руну, которая называется блеск молнии. Она прибавляет к защите шпионов и урону стрелков. Все готово. Переходим на вкладку «Сет героя», выбираем наш сет и нажимаем «Пересохранить». Сет сохранен и готов к использованию. Создаем наш следующий сет, который будет ускорять строительство. Придумываем для него название и сохраняем. Собираем необходимые материалы и создаем доспехи. Вставляем камни и руны. И одеваем на героя. Посмотреть, какие материалы необходимо собрать для комплекта доспехов, можно в кузне. Чтобы узнать, какие захватчики есть на карте в данный момент и какие материалы с них можно получить, перейди в события. Вкладка «Захватчики, духи и бонусы».
Далее распределяем навыки героя. В первую очередь активируем все навыки, которые уменьшают затраты на строительство. Остальные навыки распределяем на свое усмотрение. Я просто включаю все, что увеличивает боевые показатели моих войск. После того, как все настроено, переходим в сет героя. Заходим в сет, который мы настраивали, и нажимаем «Пересохранить». Сет, в котором ты будешь строить свой замок, готов к использованию. Теперь ты можешь быстро переключаться с одного сета на другой. Далее, по аналогии, создаем следующий сет, который уменьшает затраты на прокачку наших знаний. Лучше всего к этому сету подходит руна, которая называется Прозорливость, и драгоценный камень, который называется Аквамарин. В навыках в первую очередь активируем навыки, которые уменьшают затраты на изучение знаний. Перезаписываем сет. И переходим к созданию сета для обучения воинов. Для этого комплекта доспехов нужна руна, которая называется Братство, и камень F-класс. В навыках активируем все, что уменьшает затраты на обучение войск. Перезаписываем и переходим к настройкам первого боевого сета для ваших спецвойск. В этом комплекте доспехов мы будем атаковать и защищаться от замков других игроков. Мои основные спецвойска — это лучники, поэтому я назову этот сет «Атака лучников». Лучше всего для этого сета подходят камни на защиту, здоровье и урон ваших войск. Руна, которая увеличивает урон лучников, называется Шквал. Доспехи из этого сета можно улучшить за счет материалов. При этом пламя, добытое в Хельхейме, повышает шанс успеха улучшения доспехов. В следующем видео мы спустимся в подвал нашего замка, который называют Хельхеймом, и я расскажу, как быстро пройти все его этажи. Далее распределяем навыки героя для этого сета. Лучше начинать это делать с нижних навыков и двигаться вверх. Активируем здоровье, защиту и урон наших войск. Понижаем здоровье, урон и защиту вражеских войск. Так как я настраиваю сет для лучников, то прожимаю здоровье стрелков. Если ты играешь другим типом войск, то вместо стрелков активируй навыки своих войск. В этом сете мы будем атаковать чужие замки, поэтому оставшиеся навыки можно кинуть на скорость похода. Бывают ситуации, когда мы не атакуем, а защищаемся в этом сете. Например, при игре в Йотунхейме, когда нужно держать штурмы врагов. Для такой ситуации вместо скорости похода можно дополнительно прокачать навыки шпионов. В специальных навыках активируем количество воинов в походе и все навыки для своих спецвойск. Сет для атаки лучников готов. Точно так же настраиваем сеты для всех остальных типов войск. Пехота, кавалерия, убийцы, осада и шпионы. Далее нам нужно настроить сет для атаки и защиты крепостей. Крепостью считаются такие строения, как цитадель клана, место силы, башня ярости и трон Йотунхейма. Для этого сета лучше всего подходят камни богов,
которые можно вставить, когда твой замок достигает 40 уровня. До этого момента нужно использовать наши обычные камни для простых смертных, на защиту, здоровье и урон. Навыки для этого сета распределяются так же, как и для сета твоего основного типа войск. Мой основной тип войск — лучники, поэтому я активирую все, что улучшает атаку, защиту и здоровье лучников. Наш замок — это не крепость, поэтому его нужно атаковать или защищать в сете вашего основного типа войск. Следующий сет, который может тебе пригодиться, называется штурм. Доспехи из этого сета увеличивают количество войск, которые могут поместиться в штурме, который ты создаешь. Но эти доспехи никак не увеличивают боевые показатели твоих войск. По этой причине штурмовик не заводит в штурм свои войска. Он является главнокомандующим, который выбирает цель, создает штурм, собирает армию и наносит удар. Так как штурмовик не заводит в штурм свои войска, то неважно, какие руны и камни вставлять в доспехи. Я просто поставил стандартный набор, чтобы в гнездах, которые предназначены для инкрустации, не завелись пауки. Навыки для этого сета распределяются следующим образом. Активируем самые нижние навыки, которые отвечают за силу урона и количество войск в штурме. Далее прожимаем все остальные, которые увеличивают боевые показатели вашего героя. Специальных главный навык называется урон войск в штурме. Плюс активируем все остальные боевые навыки. Все, наш сет главнокомандующего готов к использованию. И последний сет, который стал особенно актуален после последних обнов, которые добавили золото в ресурсных локациях, предназначен для уменьшения времени добычи ресурсов. В эти доспехи лучше всего подойдут камни и руны, которые увеличивают скорость добычи ресурсов. Главные навыки для этого сета называются добыча золота, грузоподъемность и сбор ресурсов. Для сравнения, посмотри, сколько времени нужно для сбора золота в этом сете и без него. Вот мы и рассмотрели все основные сеты героя. Есть еще много вариаций этих сетов. Например, ты можешь собрать доспехи для сражений в крепостях и вставить в них камни и руны только на атаку. И второй такой же комплект, только руны и камни будут уже на защиту. Так ты сможешь быстро переодеваться для защиты своей цитадели или для штурма вражеской цитадели. В следующем видео мы рассмотрим, как правильно и в каком порядке строить здания в нашем замке. А также спустимся в катакомбы Хельхейма, чтобы снять паутину с его углов. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Мой клан ждет тебя в 910 государстве. Вместе мы захватим главный трофей этой игры — трон Йотунхейма.